Жители небольшой индийской деревни заметили слона, который словно одержимый рыл яму практически 12 часов подряд. Когда люди увидели, что находится на дне ямы, они были в шоке. В 2020 году в небольшой индийской деревушке Чарта жители обратили внимание на странное поведение одной слонихи из проходящего мимо стада слонов. Она внезапно остановилась на окраине деревни и принялась лихорадочно рыть яму в земле. Остальные слоны продолжили свой путь, но 3 особи остались неподалеку, видимо раздумывая, ждать ли отставшую слониху или идти дальше вместе с остальными. Поначалу деревенские жители с любопытством и некоторой опаской наблюдали за трудолюбивой слонихой. Она копала все глубже и глубже, не обращая внимания ни на палящее солнце, ни на усталость, ни на любопытные взгляды собравшихся вокруг нее людей. Изредка слониха останавливалась, чтобы отдохнуть, но эти паузы были совсем короткими. Через пару минут она вновь принималась за работу с удвоенной силой. Прошел час, затем другой, а слониха не прекращала свою загадочную деятельность, копая все яростнее. Жители уже начали беспокоиться, неужели она больна или отчаянно ищет воду. Некоторые даже предположили, что опытное животное учуяло запах чего-то ценного под землей и пытается докопаться до этого клада. К вечеру на место событий стали съезжаться жители соседних деревень. Слониха, казалось, совсем обезумела от своего занятия, а она продолжала копать, словно одержимая, полностью поглощенная своей целью. К тому времени рядом уже остались только 2 слона из ее стада, нервно жующие траву и переминающиеся с ноги на ногу. При этом люди боялись подходить близко к огромному животному, так как она выглядела очень грозной и запросто могла затоптать человека до смерти. Через 6 часов ситуация абсолютно не изменилась, слониха по-прежнему упорно рыла землю, останавливаясь лишь на короткие передышки. Жители поняли, что должны срочно вмешаться, видимо, с несчастным животным что-то случилось, и оно попало в беду. Люди осторожно приблизились к слонихе, опасаясь спровоцировать ее ярость, но она, казалось, не замечала никого вокруг, сосредоточившись лишь на своей заветной цели. И вдруг самый смелый житель, рискнувший подойти поближе, прямо посреди ямы разглядел нечто маленькое и беспомощно копошащееся. Это был хобот новорожденного детеныша слона, по неосторожности провалившегося в глубокую расщелину, заполненную грязью. Ошеломленные жители наконец поняли, что мать-слониха изо всех сил пыталась откопать и спасти своего малыша из этой смертельной ловушки. Не раздумывая, жители деревни решили помочь самоотверженной слонихе. Они принесли все имеющиеся в их распоряжении лопаты, ведра и другие подходящие инструменты. Затем люди стали аккуратно убирать грязь вокруг слоненка, давая слонихе возможность добраться до него. Поначалу животное опасалось людей, грозно махая хоботом и недоверчиво озираясь по сторонам. Но вскоре она, видимо, поняла их добрые намерения и позволила людям подойти немного ближе к яме. На всякий случай несколько жителей подогнали грузовик, они рассчитывали отогнать разъяренную слониху, если та выйдет из-под контроля и начнет нападать на людей. Пока жители осторожно копали лопатами землю вокруг ямы, слониха безостановочно орудовала могучим хоботом, стараясь добраться до детеныша своими силами. В какой-то момент страхи людей оправдались, слониха слишком разбушевалась, угрожая безопасности всех вокруг. Людям пришлось задействовать запасной план. Грузовик медленно приблизился к яме, и разъяренная мамаша в ярости отбежала в сторону, позволив жителям деревни продолжить освобождение детеныша. Люди постарались как можно скорее очистить грязь вокруг слоненка, так как у слонихи не получалось это сделать, копать хоботом получалось слишком медленно, и выкопанная грязь постоянно возвращалась обратно в яму.
Наконец, людям удалось очистить место вокруг слоненка от грязи, но впереди у них была главная проблема. Как теперь вытащить несчастное животное из глубокой ямы? Он оказался слишком тяжелым и крупным, чтобы люди смогли поднять его собственными силами. Тогда сообразительные жители решили вновь позвать слониху, теперь только она могла спасти своего детеныша. Когда встревоженная слониха вновь подошла к яме и увидела малыша, освобожденного от грязи, она издала громкий радостный клич. Хоботом она нежно подтолкнула детеныша, проверяя его состояние и убеждаясь, что с ним все в порядке после пережитого испытания. Через некоторое время под напором матери малышу удалось выбраться из ямы на твердую поверхность. Затем слониха благодарно оглядела людей, чьи усилия помогли спасти ее детеныша от гибели. В ее громадных умных глазах читалась безмерная признательность. Вдалеке радостно затрубили два других слона из стада, все это время с тревогой наблюдавшие за происходящим. Вскоре они подошли к воссоединившейся семье, окружив маму и детеныша. Слоны начали по очереди нежно приветствовать слоненка, осторожно касаясь его хоботами, словно убеждаясь, что с ним теперь точно все хорошо. Жители деревни с умилением наблюдали эту трогательную сцену, осознавая великую силу любви и сплоченности, царящую в слоновьем сообществе. Глядя на этих благородных созданий, они вспоминали древние легенды об их необыкновенной мудрости и памяти. Наконец настало время слоновьему семейству продолжить путь. Слониха еще раз посмотрела на людей с благодарностью и первой зашагала прочь, вслед за ушедшим недавно стадом. Слоненок шел рядом, не отставая ни на шаг и крепко держась за маму, словно обнимая ее после пережитых волнений и боясь вновь ее потерять. Остальные слоны последовали за ними, двигаясь неспешно и величественно. Время от времени они оглядывались на жителей деревни, словно благодаря их за оказанную помощь. Это поразительное происшествие надолго запомнится всем местным жителям, как пример удивительного взаимодействия человека и природы. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.